Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Маргарита. Сегодня я вам покажу небольшое такое видео, как сделать из остатков трубочек небольшой подарочек заказчице, либо для себя, буквально из 50 трубочек, которые у нас остаются после плетения какого-то изделия. Вот, у меня это вот подсвечник. Свечка у нас в стаканчике, она вытаскивается. Такой вот небольшой получается презент. Всего лишь за 10 минут. Кому интересно, оставайтесь со мной на канале. Будем вместе плести. Для подсвечника я возьму вот такие вот трубочки. Трубочки длиной 35 сантиметров на спицу 1,5 миллиметра. Они покрашены морилкой. Морилка — это цвет лиственница, и там я еще делала искусственный меланж, то есть другим более темным цветом немножко их закрашивала. Как делать такой меланж, я оставлю ссылочку под видео, будет в описании. Мы там уже с вами красили, делали искусственно, это все создавали. Буду начинать плести круглое дно 3 на 3. Но нужно сделать их подлиннее, так как мне не хватит, да, стаканчика, чтобы, трубочек, чтобы красиво еще заправить эти виточки. Я наращу. Для этих целей лучше подойдет, конечно, 30 сантиметров трубочка, но у меня нет, у меня только такая. Вот, и сейчас скажу диаметр свечки. Свечка вот в стаканчике 8 сантиметров. Внизу будем тоже 8 сантиметров делать. На самом деле тут, по-моему, 6,5. Вот, и высота стаканчика 8,5. Поверху там обхват 25 сантиметров, по-моему, да, 25 сантиметров. Ну, я решила, что у меня будет 12 стоечек. Маленькое расстояние будет между ними. Ну, пускай будет 12. Вот. Беру, наращиваю длинные трубочки из вот этих, что есть, делаю еще более длинные. Чтобы потом в конце не мучиться и не наращивать новые. Капаю полимерный клей. И соединяю трубочку. Соединяю одну со второй вот так. Вот, и так поступаю со всеми. Наращиваю, чтобы у меня получилось 6 длинных трубочек. Вот, нарастила, и сделаю еще одну длинную трубочку, чтобы начать плетение для рабочих трубочек, для рабочей трубочки. Нарастила, сгибаю пополам, вкладываю трубочки 3 на 3. Место наращивания я немножко спрячу. Вот место наращивания чуть-чуть в сторону, не посередине. Беру трубочку, которую мы только что нарастили для плетения, и одеваем на вот сюда, на трубочки. Вот, и начинаем плести круглое дно. Ссылка на круглое дно также будет в описании. На этом я останавливаться не буду. Так, вот сделали один ряд. Сделаем еще один и будем разводить стойки.
2 круга мы, 2 ряда проплели. Разводим стойки и проплетаем их по одной. Один ряд я проплела, плету дальше. Плету дальше до нужного нам диаметра, а диаметр у нас будет вот вверх свечи. Стойки у меня влажные, специально, чтобы сделать ними же и такую вот ажурную загибку. Все, я плету дальше. Вот я сплела как раз по диаметру верха. Теперь нужно будет стоечки поднять наверх. А лицевую сторону я опускаю вот так вот вниз, чтобы вот эти рабочие трубочки, которые у меня остались, я их выведу вот сюда вот внутрь. Буду дальше ними продолжать плетение. Вот эти рабочие стойки буду поднимать через одну. Беру спицу, подставляю, чтобы место занять для стойки. Вот так вот завожу под одну, поднимаю наверх. Следующую тоже за одну поднимаю наверх. И вот так вот мне нужно все стойки поднять вверх. То есть очень простой подъем стоек у нас. Самый такой, самый-самый простой. Вот, и осталась последняя, вот как раз вот сюда вот, куда я планировала. Вот сюда вот мы ее сейчас и заведем. Так вот заводим и подтягиваем. Все. Дальше ставим стаканчик. Нам нужно удержать стойки будет ровно. Выведем рабочие трубочки, 2. Выведем их наружу. И продолжим плести веревочкой в 2 трубочки. Стоечки нужно будет удерживать ровно. Если сейчас что-то у вас есть под рукой, что таким же диаметром, вот, например, как у меня этот камушек, да, подставьте его, потому что у нас сужается вот это дно стакана. Подставьте, чтобы было удобнее так оплетать. Вот. Все, и начинаем здесь внизу плести веревочку в 2 трубочки. То есть то же самое продолжаем, только уже по верху. Угу. Проплела 3 ряда. Теперь нужно будет закрыть. Здесь, где первая у меня выходила стойка, и здесь вторая. Обрезаю стоечки, рабочие трубочки.
И нужно будет мне их заправить. Так, на клей. Как можно туда глубже вставить. Вот. И вторую тоже так же. Вот. Все. Спрятала. Угу. По диаметру нормально подходит. Теперь я подставлю сюда камушки, чтобы опять же было удобнее. Чтобы плотно прилегали трубочки к камням. Только надо смотреть, чтобы не сильно, чтобы смогли вытащить. Да? Так, и на уровне, вот, чуть ниже, это где-то на высоте 5 сантиметров. Вот так вот нужно будет нам скрещивать трубочки и проплетать их уже по одной. Вот я нарастила опять-таки длинную трубочку. И вот так вот проплетаю по одной, скрещивая стойки между собой. Наклоняю постоянно в одну и ту же сторону. У меня наклон трубочек идет. То есть из пары у меня правая трубочка наклоняется влево. И она вверху. Видите? Влево, вверх. Так, и последняя пара трубочек. Для такого количества, для такого ажурчика нужно, чтобы у нас было обязательно четное количество стоек. Вот, и выхожу на второй ряд. Смотрю, чтобы высота везде была одинаковая. Где нужно, подправляю. Мне нужно будет проплести еще 2 ряда. То есть в общей сложности у меня 3 ряда. Так, и хвосты также сам заправляем. Можно их вот так вот заправить
вот сюда в плетение. Так. Нужно выровнять высоту. Тут у меня сбилось. Вот. И дальше. Дальше заправляем вот такую загибочку стойки. Я немножко сминаю стоечку. Заправляю через одну, следующую сюда. Вот так вот смотрю, чтобы у меня дуга была вровень, вот, вровень со стаканчиком. Дальше делаем отверстие через одну, получается, заводим вот эту. Так, завели. Следующую, вот эту, через одну вот сюда. Поддерживаем, чтобы ряды не сползали. Капаем клей. Я сминаю просто трубочку. Можно туда вставить леску. Вот. И вот эту, которая в середине трубочку, мы отклоняем ее вперед. Ту, которую сгибаем, укладываем, она у нас идет, получается, за вот этой средней стоечкой. Так, дальше. Вот, и остались последние виточка 2, предпоследнюю делаем как обычно. Вот, и последнюю нам нужно будет протащить под вот этой вот стойкой и вставить внутрь. Все, распрямляем. Сюда можно повесить какую-нибудь красивый декор. И вот такой вот подарочек из остатков трубочек у нас получается. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Это для меня большая поддержка. И до нового видео.